Солнечный день, но в сердце города царит холод. Оказавшись на окраине, где шум людей и лай собак смешивается с мяуканьем кошек, Саша и Жанна входят в приют. Помещение, наполненное энергией, звучит как тик-так большого механизма. Шаги волонтеров, звонки переносок и интригующие звуки, доносящиеся от обитателей клеток. В углу зала, отгороженная от остальных, сидит необычная кошка – Дымка. Она маленькая, светло-серая, с большими круглыми глазами, которые словно могли видеть сквозь души. Жанна замирает у ее клетки, а Саша перебирает доступные варианты, но сердце Жанны уже стучит в унисон с нежным взглядом Дымки. И вот, когда армия волонтеров движется мимо, Дымка, будто почувствовав внимание, медленно поднимается. Лапка касается пальцев Жанны, и сознание обрывается на мгновение. Волонтерка, стоя рядом, говорит: «Эта кошка особенная, ей около 5 лет, она была любимицей своей хозяйки». Эти слова проникают в сердце пары, и, не сговариваясь, они решаются. Дымка станет их новым членом семьи. После оформления всех документов они направляются к выходу, и внутри Жанны растет чувство решимости и нежности. Она чувствует, что именно эта кошка станет символом чего-то нового и важного в их жизни. Приехав домой, Дымка осматривается с восторгом, однако ее поведение озадачивает. В течение дня она ведет себя ласково, однако ночью становится настороженной и уходит к входной двери. Саша, заметив это, задается вопросом: почему она боится нашего дома? Жанна, заглядывая в глаза своей новой подруги, чувствует ее тревогу. Она тихо шепчет: «Что ты ждешь, Дымка?» протягивая руку. Но кошка лишь оборачивается и снова уходит, случаем не обнаружив, как ее сердце все еще переполнено страхом. Проходят ночи, и каждая из них для Дымки становится испытанием. Саша предполагает, что это не страх, а что-то более глубокое – ожидание. Он в тишине ставит руку на плечо Жанны и шепчет: «Возможно, она ждет свою хозяйку». Жанна решает не оставлять это без внимания. Она понимает, что чувства Дымки требуют тщательного исследования. Каждый вечер, когда Саша уходит спать, она остается у двери вместе с кошкой. Постепенно Дымка начинает доверять ей, и ее настороженность потихоньку вдруг тает. Решив узнать правду, Жанна отправляется обратно в приют. Она встречает волонтера Елену, и их разговор оказывается полным откровений. Дымка была единственным источником радости для своей покойной хозяйки, говорит Елена, ее голос трепетен. Она 3 суток ждала ее возвращения у двери. В эти моменты каждая ее слеза становится символом боли утраты, которую пережила кошка. Жанна после этого уходит с тяжелым сердцем, глаза ее наполняются слезами. Она понимает, что единственное, что они могут сделать для Дымки, это быть рядом, терпеливо ждать и поддерживать ее в этом болезненном процессе восстановления. Вернувшись домой, Жанна делится с Сашей болезненной историей Дымки. Она рассказывает ему о боли, которую кошка пронесла через годы потерь и одиночества. Ночь проходит спокойно. Решив прийти к пониманию, Жанна ложится в коридоре рядом с Дымкой, и, к ее удивлению, кошка остается рядом, впервые желая быть частью новой семьи. Несмотря на ее дневное спокойствие, ночи по-прежнему полны тоски. Каждый раз, когда Дымка снова уходит к двери, Жанна и Саша чувствуют, как нарастает у их подруги внутренний конфликт. 2 мира – ночь и день. Они рассматривают Дымку по-другому, понимая ее боль и ожидая, когда она сможет принять их любовь. Постепенно Дымка начинает следовать за Сашей и Жанной по дому. Ночью она все еще остается у двери, но ее поведение меняется. Жанна оставляет дверь спальни открытой, а у самой входной двери ставит мягкую лежанку. Это ее способ попытаться ободрить Дымку. Каждый раз, когда она видит, что кошка старается быть ближе, у нее в сердце расцветает надежда. Саша мастерит маленький мячик из веревки, переводя внимание Дымки на игру. Он вновь и вновь показывает ей, что в жизни есть радость. Жанна начинает оставлять кусочки тунца, кошачье лакомство. Наблюдая за изменениями, они понимают, что Дымка начинает открываться.
Однажды Жанна замечает, что Дымка не отвергает ее, когда она зовет. Кошка осторожно проверяет лежанку лапой, и хотя возвращается к двери, ее поза становится менее напряженной. Цвет настроения начинает меняться, и Жанна с Сашей чувствуют, как Дымка постепенно начинает доверять им. Несмотря на сомнения, Жанна понимает, что каждый такой момент значителен. Они занимаются проведением времени вместе, играют с игрушками, а Дымка, постепенно теряя свои страхи, начинает радоваться их компании. С каждым днем Дымка становится все более уверенной. Она начинает чаще мурлыкать, забирается на диван, когда Жанна смотрит фильмы. Она лижет руку Саши, когда тот чешет ее за ушами, вызывая у Жанны слезы счастья. Хотя ночи остаются борьбой, с каждым утра Жанна и Саша готовы ждать, понимая, что каждая капля доверия важна. Они сочетают заботу с уважением к личному пространству Дымки, и это работает. Каждый ее шаг к доверию является обнадеживающим. Одной ночью Жанна просыпается от тишины и в свете луны видит Дымку, уютно устроившуюся на лежанке. В глазах кошки проясняется вопрос: «Могу ли я остаться?». Она понимает, что это первый шаг Дымки к принятию новой жизни. Это становится дорогой к пониманию той глубокой связи, которой они теперь будут делиться. Дымка все чаще выбирает теплые места у камина или на подоконниках. Хотя доверие к Саше и Жанне становится явным, страх все еще пронзает ее сердце. Страх потерять их, как она потеряла свою хозяйку. Эти ощущения задаются в ее молчании, и Жанна чувствует это. Однажды, когда Саша заходит в комнату, он замечает, как Дымка настороженно смотрит на его движения. Он обращается к Жанне. «Мы должны показать ей, что у нас нет вражды, что мы ее не оставим». Они решают устраивать маленькие совместные занятия, чтобы показать кошке, она теперь в безопасности и уходить больше не нужно. Лежанка становится для Дымки местом, где она находится в безопасности. Даже когда Жанна поет старые песни, а Саша оставляет игрушку рядом, кошка учится любить. В эти моменты спокойствия Жанна чувствует, что между ними образуется настоящая связь. Смысл, который раньше вызывал лишь страх у Дымки. Постепенно Дымка начинает снова видеть жизнь в ярких цветах. Саша делает ей специальные угощения, чтобы показать, что они заботятся о ней. Жанна гладит ее мягкую шерсть, и кошка начинает фыркать от удовольствия, словно радуется любви, которую она вновь испытывает. Одним утром Жанна аккуратно стелет плед на лежанку, оставляя угощение и игрушку. Ночью Дымка впервые спит на пледе, она кажется мирной. Жанна делится своей радостью с Сашей, и на их лицах загорается надежда. Дымка начинает верить. Вскоре в доме раздается нежный звук. Кошка пробирается к ним, инстинктивно прислушиваясь. Это больше, чем просто шаг к приходу. Это момент, когда Дымка начинает чувствовать себя полноценным членом семьи. Утром Дымка ждет Жанну в гостиной, ее глаза полны спокойствия. Она подходит к Жанне, когда та ставит перед ней миску с едой. «Спасибо», — шепчет Жанна с теплыми слезами на глазах. Как будто все муки оставлены в прошлом, их дом начинает наполняться звучанием счастья. Саша замечает, как меняется атмосфера, каждая улыбка, каждый взгляд, каждая ласка становится важной и ценностной в их общем путешествии. Дымка теперь не просто член семьи, а ее органичная часть. Вечером Дымка запрыгивает на диван между Жанной и Сашей. Ее присутствие, словно обещание «я здесь», становится ласковым. Саша и Жанна понимают, что впереди еще много шагов, но они готовы ждать. С каждым таким вечером они близятся к пониманию, что Дымка становится не только их питомцем, но и частью их сердца. Вместе они становятся свидетелями того, как животные, пережившие горе, могут вновь открывать свою душу. Окончание зимы, елка убрана, и вместо нее в доме стоят горшки с нарциссами. Аромат цветущих растений и свежеиспеченного хлеба наполняют пространство, даря им новые впечатления. Это новый этап жизни, полного радости и тепла. Все меняется, но это приятные и светлые перемены. Во дворе, под солнечными лучами, Дымка спит счастливо. Ее шерсть сверкает, дыхание ровное.
Она учится доверять и открываться не только Саше и Жанне, но и окружающему миру, который больше не угрожает ей пустотой. Дымка начала обживаться в доме, и ее поведение говорит о том, что она приняла новую семью. По утрам она встречает своих хозяев с игривыми прыжками, а посреди дня внезапно выбегает из укрытия, чтобы поиграть с мягкой игрушкой. Это уже не просто кошка, она часть их счастливого быта. А однажды, сидя вместе в гостиной, Саша и Жанна улыбаются, их руки переплетены, а Дымка уютно устроилась рядом. «Ты наш дом, Дымка», — шепчет Жанна, и кошка закрывает глаза, понимая. «Я знаю». Эти простые слова становятся их обещанием, символом нового начала и прекрасного изменения, которые произошли в их жизни прямо на глазах. В этот миг в воздухе витает нежность и любовь. Саше и Жанне становится ясно, что Дымка не только подарила им радость, но и перенесла их на новый уровень понимания и единства. Они три вместе, как семья, пережившая невзгоды и ставшая сильнее. Для Дымки это начало нового пути, полного доверия и надежды. Каждый день она открывает для себя что-то новое. Тепло комнат, мягкие игрушки и, самое главное, любовь своих новых хозяев. Ее жизнь становится не просто серией дней, а захватывающим путешествием к счастью. Саша и Жанна, отложив важные дела, берут за привычку уделять время друг другу и Дымке. Они понимают, что этот путь может быть долгим, но их любовь и поддержка – это настоящий дом, который они создают вместе с Дымкой. Дымка все больше начинает осознавать, что больше никогда не будет одна, и каждый раз, когда она делает шаг к своим новым хозяевам, на ее лице появляется улыбка. Улыбка доверия, которая говорит: «Теперь я знаю, что у меня есть семья,